Мое дорогое дитя, внимательно слушай мой голос, потому что это не просто еще один момент твоего дня. Это божественное вмешательство. Священная встреча. Поворотный момент. Ибо в следующие 10 минут духовная сфера начнет двигаться в вашу пользу. Да, через 10 секунд к тебе придет много денег, но более того, моя слава вот-вот коснется тебя. Мне нужно, чтобы вы оставались со мной до самого последнего слова этого послания, потому что освобождение, о котором вы молились, просили и иногда даже от которого отказывались, вот-вот начнется. Тайна раскрывается, в невидимом происходит трансформация. Если вы отвернитесь сейчас, вы можете пропустить то самое слово, которое откроет дверь, перед которой вы стояли много лет. Не уходи. Еще нет. Потому что то, что я хочу вам сказать, заставит ваш дух плакать от узнавания. Вы поймите, что эти слова предназначены для вас. Вы почувствуете, как они вибрируют в вашей груди. Ты почувствуешь это «Я, Господь, Бог твой, я говорю непосредственно с вами». Вы здесь не случайно. Ваша боль не была случайной. Этот сезон потерь. В тот раз вы сидели один, без денег на банковском счете и в холодильнике. Когда счета накапливались и каждый звонок казался угрозой. Я все это видел. Я считал каждую слезинку. И, мое дорогое дитя, тебя никогда не забывали. Вас готовили. Вы были укрепился в тишине. Даже когда небеса казались медными, и вы думали, что ваши молитвы достигают потолка, я работал под почвой вашей жизни. Я выращивал что-то такое глубокий, так трансформационный, что если бы я показал тебе это слишком рано, ты бы не поверил. Но теперь да, сейчас время пришло. Мое присутствие приблизилось. Вы сейчас в Доме Божьем. Вы пострадали лично. Вы участвовали в битвах, которых никто не видел. Вы пережили моменты, когда бедность казалась проклятием, вшитым в вашу судьбу, когда страдания казались вечными, а отчаяние нашептывало, что ничто никогда не изменится. Но я, Господь, твой Создатель, твой Промыслитель, твой Источник, сегодня я разрушаю эту ложь. Я Бог, которому принадлежит серебро и золото. Я тот, кто умножает масло в пустых кувшинах, превращает горсть муки в пиршество. И теперь я заявляю твоей жизни, что богатство, избыток, деньги, чудеса и божественное восстановление больше не являются далекими мечтами. Теперь они ваша доля. Да, я сказал, твоя порция. Но ты должна послушаться, возлюбленная. Остаться со мной. Потому что в тишине твоего полуночного часа я писал новую главу. В самый мрачный момент я готовил свет настолько яркий, что он ослепил бы те самые силы тьмы, которые пытались вас уничтожить. Я веду тебя сейчас, положив руку на твое плечо. Я стою над твоим домом с указом в моих устах. Я списываю долги. Я переписываю вашу финансовую историю. Я пополняю ваш банковский счет переполнения небес. Это не метафора. Это божественное назначение. И если вы осмелитесь поверить в это, если вы удержитесь хотя бы горчичным зерном веры, тогда шлюзы моей сокровищницы откроются в вашем направлении. Позволь мне спросить тебя об этом, дитя мое. Были ли вы когда-нибудь настолько близки к краю, что еще одно разочарование могло бы вас раздавить? Вы когда-нибудь стояли в коридоре надежды и стучались в дверь, которая не открывалась? И как раз тогда, когда ты думал, что ничего никогда не изменится, внезапно вы почувствовали волнение, порыв вашего духа, как будто что-то невидимое пыталось вас найти? Это сейчас. Это момент. Я такой волнующий. Я есть это присутствие. Я тот ветер перемен, который вы чувствуете, но не можете объяснить.
Я – голос, зовущий тебя сейчас, голос, который сказал: «Лазарь, выйди». И сегодня я говорю: ваши финансы, ваше здоровье, ваши отношения пройдите. Не позволяйте этому слову пройти мимо вас, как другому видя. Не воспринимайте это как совпадение. Не прокручивайте и не пропустите свое посещение. 10 секунд, чтобы сказать вслух: «Я верю, Господь». Потому что в эти секунды деньги начнет двигаться к вам. Божественные указания начнут течь. И чудо, то, что казалось далеким, вдруг приблизится. Скажи это со мной: дитя мое, это мой момент. Это мое время. Бог говорит со мной. Мои возлюбленные, вы, призванные из утробы для священной цели, вы, чья личность была записана в моей книге еще до вашего первого вздоха, вам никогда не суждено было оставаться в нужде. Вы никогда не были созданы для того, чтобы жить в поражении. Я создал тебя для владычества. Я помазал тебя для влияния. Я отделил тебя для трансформации. Вы не просто переживете это. Вы собираетесь выводить других огнем, который я сегодня помещаю внутрь тебя. И все это начинается, если ты останешься со мной до конца. Каждая секунда — семя. Каждое слово — ключ. Каждый момент, которым мы делимся в этом послании, приближает вас к тому дню, когда вы скажете: «Я был там, когда Господь навсегда изменил мою жизнь». Мое дорогое дитя, теперь, когда ты услышал мой призыв, теперь, когда ты почувствовал дрожь в своем духе, когда я говорил непосредственно о твоих обстоятельствах, я должен повести тебя глубже. Видишь ли, я не просто хочу благословить тебя, я хочу раскрывать вам, через что вам пришлось пройти, и почему это казалось таким долгим, таким тяжелым и таким несправедливым. Бедность, которую вы пережили, страдания, омрачившие ваши дни, тишина, в которую вы кричали, в то время как никто не слушал, все это видит я. И это имеет значение. В моих глазах это не так уж и мало. Каждый неоплаченный счет, который украл ваш покой, каждый пустой кошелек, который казался приговором, каждая молитва, которую вы шептали дрожащими руками и усталыми глазами, я был там. Мое присутствие витало в углах твоих самых темных ночей, даже когда ты думал, что я отвернулся. Дитя мое, я никогда не уходил. Страдания, которые вы познали, боль от наблюдения за тем, как другие процветают, в то время как вы все глубже погружаетесь в долги, стыд просить о помощи, когда твоя гордость уже сокрушена, это не признаки моего оставления. Нет, это признаки того, что вы отмечены. Отмечен величием. Отмечен трансформацией настолько глубокой, что только я мог ее организовать. Я позволил недостаток, голод, одиночество не для того, чтобы наказать вас, а для того, чтобы сформировать вас. Чтобы привлечь вас в мое присутствие. Чтобы подготовить вас к избыток, это приближается. Потому что ты не можешь нести большое богатство и чудеса без фундамента веры и доверять. Не думайте, что я был слеп к реальности вашего банковского счета. Я видел нули, овердрафты, возвраты, платежей. Я видел момент, когда тебе приходилось выбирать между оплатой счета и покупкой еды. Я видел, как бремя финансов ухудшил ваш брак, ваш сон, вашу самооценку. Да, я даже видел, как вы подвергали сомнению собственную ценность, когда мир измерял ваш успех тем, сколько у вас денег, а у вас их не было. Я слышал насмешливые мысли, которые говорили вам: Бог помогает всем остальным, но не тебе. Ложь. Вся ложь, нашептанная врагом твоей души, который боится того, что произойдет, когда ты поднимешься к истине, что ты мое дитя, и что я, Господь, твой промыслитель. Вы не ленивы. Вы не забыты. Вы не прокляты. Ты выбранный.
И то, через что вы прошли, то, что казалось неудачей за неудачей, на самом деле было разрушением старого, чтобы я мог установить новый. Я знаю, что ты много работал. Я знаю, что ты пробовал. И все, казалось, развалилось в последнюю минуту, как будто деньги исчезли, не успев прийти. Это не было совпадением. Это была духовная война. Потому что, когда я предназначил душу для избыток, враг пытается похоронить их в нужде. Он пытается задушить тебя купюрами. Он пытается похоронить ваше призвание под финансовым страхом. Но он потерпел неудачу. И сегодня я поднимаю тебя. Вы плакали за закрытыми дверями. Вы скрыли свои банковские выписки. Вы избегали отвечать на телефонные звонки, потому что знали, что звонивший хотел денег, которых у вас не было. Я все это видел, дитя мое. И ни разу я тебя не осудил. Я ни разу не презирал твою слабость. Нет, я дорожил каждой слезой. Я ловил каждый вздох. Потому что я знал, что придет время, когда я расскажу о вашей жизни и заявлю: достаточно. Хватит страданий. Хватит нехватки. Достаточно ночей, гадающих, откуда возьмется следующая еда. Хватит стараться обеспечить своих детей, пока ваше собственное сердце разрывается от беспокойства. Мое дорогое дитя, я пришел не просто для того, чтобы подарить тебе много денег. Я приду, чтобы разорвать порочный круг бедности поколений в вашей жизни. Да, невзгоды ты знал, что это было не только твое. Это шло по вашей семейной линии. Это было проклятие, переданное как невидимое наследство. Но я разрушитель проклятий. Я Бог, который переписывает родословную. Я Отец, говорящий новое слово о вашем будущем. И это слово избыток. Это слово трансформация. Это слово свобода. Я не только исцеляю ваши финансы, я исцеляю тот самый корень, который отравил вашу радость. Корень неуверенности. Корень страха. Корень ненависти к себе, который шептал: «Тебя никогда не будет достаточно». Я вытаскиваю это силой моего слова и заменяю истиной: «Ты моя». Вы любимы. Вам суждено нести свет там, где была только тьма. Тьма пыталась поглотить тебя, но ей это не удалось. Страдание пыталось определить вас, но не смогло. Потому что ты создан для боли. Вы были созданы для переполнения. Вы были созданы, чтобы благословлять других, открывать двери для тех, кто все еще попал в порочный круг, который вы сейчас разрываете. И я, твой Бог, позабочусь о том, чтобы ты не только вышел из этого огня, но и чтобы ты вышел, неся чудеса. Деньги в твоих руках. Мир в твоем сердце. И слава имени твоему. Поэтому я спрашиваю тебя, дитя мое, доверяешь ли ты мне даже сейчас, даже если ты еще не видишь благословения? Даже если на вашем банковском счете все еще указано 0? Потому что то, что вы видите, это еще не все. Я переезжаю. Я работаю. И задержка никогда не была отрицанием, она была божественной. Подготовка. Я объединял людей, ресурсы, идеи, возможности, вещи, о которых вы ничего не знаете, потому что, когда я благословляю вас, я не благословляю наполовину. Я открываю каждую дверь. Я восстанавливаю каждую потерю. Я отплачиваю каждый украденный год. Вы не созданы для того, чтобы жить в нищете. Это не твой дом. Это не последняя глава. Ты мой ребенок, и я твой Бог. И если ты продолжишь идти со мной, если ты не сдашься в долине, я приведу тебя к гора провизии.
в землю обетованную, где твой банковский счет переполнен, где твои долги списаны, где избыток становится вашей повседневной реальностью. И это будет не только для вас, оно распространится на вашу семью, ваших детей, ваших соседей. Ты станешь сосудом моего чуда, свидетельством моего руководства, посланник мой присутствия. Так что держись, любимый. Оставайся здесь. Потому что то, что произойдет дальше, потрясет почву под вашей старой жизнью и поднимет фундамент чего-то вечного. Я обещаю тебе, это не конец. На самом деле, это только начало. Мое дорогое дитя, теперь, когда завеса поднята, теперь, когда ты понимаешь тяжесть того, что ты пережил и почему, я должен показать тебе, как войти в обещание, которое уже приближается, но прежде чем оно попадет в ваши руки, оно должно быть принято вашим духом. Потому что, если не подготовить сосуд, масло перетечет и будет потрачено зря. Это час подготовки, вера, подготовить себя к получению того, что я, ваш Бог, уже выпустил на небесах. Это не вопрос, если благословение приближается, вопрос в том, готовы ли вы готовы нести его. Позвольте мне спросить вас, возлюбленные, освободили ли вы место в своем сердце для того, что я хочу излить? Готовы ли вы отпустить ту идентичность, которую вы создали, выживая бедность, страдания, страх, стыд, чтобы я мог одеть вас в богатство, услуга и избыток? Речь идет не только о деньгах. Речь идет о трансформации. Тот, который проникает в каждый уголок вашей жизни, ваши финансы, твои отношения, твое здоровье, твое будущее. Но трансформация всегда начинается с выбора. Поверите ли вы тому, что я говорю о вас, или будете цепляться за старую историю, навязанную вам миром? Мое дорогое дитя, первый шаг – привести свои слова в соответствие с моими. Перестаньте заявлять о недостатке. Перестаньте репетировать разочарование. Рот – руль души. Если вы говорите о бедности, вы будете ходить в нищете. Если вы скажете «я всегда разорен», то ваш банковский счет отразит это признание. Но если вы подниметесь и скажете «Бог мой промыслитель», богатство грядет. Я избран для изобилия, тогда небеса начнут откликаться. Почему? Потому что я отвечаю на веру. Мне не нужно твое совершенство. Мне нужен твой доверять. Подумайте о вдове из Сарепты. У нее была всего лишь горстка муки и капля масла. Она собирала палочки, чтобы приготовить последний обед для себя и своего сына перед их смертью. И все же я послал моего пророка Илию в ее дом не для того, чтобы отобрать у нее, а чтобы пробудить ее. Вера. Он попросил у нее то немногое, что у нее было, и когда она повиновалась вера, я умножал это без конца. Ее банка никогда не пересыхала. В ее доме больше никогда не оставалось голодных. Видишь ли, дитя мое, я не прошу вас отдавать от изобилия, я прошу вас довериться мне в условиях вашего недостатка. Потому что твое послушание во время голода разблокирует переполнение. Теперь спросите себя, как бы выглядела ваша жизнь, если бы вы действительно верили в это? Большие деньги, чудеса, избыток и услуга преследовали тебя? Проснулись бы вы по-прежнему в страхе или поднялись бы с власти сказать «Это день, когда моя жизнь изменится»? Будете ли вы продолжать жить как слуга или вспомните, что вы королевская особа в моем царстве? Я дал тебе ключи, слово, обещание, сила объявления. Вы будете их использовать. Вот моральная дилемма. Так много моих детей взывают изменять, но сопротивляться самому процессу это приносит это. Вы хотите исцеления, но не отпускаете горечи. Вы хотите прироста, но проклинаете семя, которое я прошу вас посадить. Вы хотите, чтобы я пополнил ваш банковский счет,
но не позволяете мне обновить ваше мышление. Дитя мое, услышь меня с любовью, вы должны участвовать в своем собственном освобождении. Я могу открыть дверь, но ты должен пройти через нее. Я могу выпустить деньги, но вы должны расположить свои руки так, чтобы получить его не сжатыми от страха, а раскрытыми в знак капитуляции. И да, я знаю, как это тяжело. Я знаю, как шепот страха лежит в ночи. Я знаю, как травма бедности заставляет вас с подозрением относиться к надежде. Но я не тот человек, который лжет. Я не ложное обещание этого мира. Я Бог. Я тот, кто дал манну в пустыне, излил воду из скалы, накормил 1005 хлебами и 2 рыбами. Вы думаете, что ваш счет за свет слишком велик для меня? Вы думаете, что баланс на вашем банковском счете меня пугает? Я могу списать долги. Я могу отменить ипотеку. Итак, теперь я предлагаю вам инсайдерские знания мудрости от престола благодати. Не гонитесь за деньгами. Преследуй мое присутствие. Ищите прежде царство, и все эти вещи, да, даже богатство, даже финансы, даже твой банковский счет, будет добавлено к вам. Когда вы сосредоточитесь на моем голосе, вы получите божественные наставления. Я скажу тебе, куда идти, что делать, с кем поговорить. Я открою идеи, открою двери, приведу наставников и возможности из мест, о которых вы даже не догадывались. Вы окажетесь в нужном месте в нужное время, потому что мое руководство будет компасом вашей судьбы. И там чудеса больше не будут редкостью. Они станут вашей повседневной реальностью. Вы не просто выживете, вы процветать. Вы не просто будете благословлены, вы будете быть благословением. Вы не только выберетесь из бедности, но и приведете других к процветанию. Это тот уровень, к которому я вас готовлю. Не просто измениться, а трансформация. Не только временное обеспечение, но и вечная цель. Итак, позвольте мне спросить еще раз, мое дорогое дитя, готовы ли вы освободиться от мыслей о страданиях? Готовы ли вы освободиться от лжи, которая гласит, что вам никогда не будет достаточно? Готовы ли вы поверить, что ваши слезы не были напрасны, что каждая борьба, каждая задержка, каждая молчаливая молитва были часть плана? Если вы скажете «да», если вы скажете «Господь, и я верю», вы начнете прикасаться к тому, что всегда было вашим. Деньги, избыток, богатство, выздоровление, восстановление – оно уже в пути, если вы просто получите его в веру. Остаться со мной, дитя мое. Далее следует проявление всего, что я обещал. И твоя жизнь, да, твоя жизнь, собирается засвидетельствовать славу моего слова. Мое дорогое дитя, позволь мне сейчас обратиться к твоему сердцу не только к твоей нужде, не только к твоей печали, но к глубокому колодцу веры я поместил в тебя, когда сформировал тебя в утробе твоей матери. Я не просто обещаю вам будущее благословение. Я заявляю вам, что ты уже благословлен. Благосклонность уже началась. Масло уже залито. Ангелы уже отправлены. Двери, те двери, которые были заперты на засовы, запечатаны годами отвержения, нужды и безответных молитв и начинают распахиваться. Вам не нужно зарабатывать этот момент. Вам нужно только верить. Но прежде чем ваши пальцы хотя бы почувствуют его тяжесть, ваш дух должен сначала принять истину о том, что вы есть. Уже богат в моих глазах. Избыток, чудо, богатство, переполнение – это не приз, за которым вы гоняетесь. Это наследие, к которому вы пробуждаетесь. Потому что ты, любимый мой, не просто нищий, надеющийся на крошку. Ты мой наследник. Мой избранный. Мой свет в мире.
И сегодня я изливаю тебе в руки каждое обещание, это было написано над тобой до начала времен. Разве вы не знаете, что мой завет с вами вечен? Мое слово не может вернуться тщетным. Я поклялся собой, ибо нет высшей власти, что благословлю тех, кто надеется на меня. А ты, да, ты, доверяли мне в тишине, в темные ночи, в периоды нужды, когда ваш банковский счет издевался над тобой, а твои шкафы были пусты. И теперь, дитя мое, твоя вера стал ключом. Дверь открывается. Изменять уже в движении. Позвольте мне сказать вам о благословениях, на которых написано ваше имя. Вы не будете брать в долг, вы будете давать взаймы. Вы не будете бояться, вы будете процветать. Вы не выживете, вы будете процветать. Я заменяю твои долги с божественным избавлением. Я аннулирую проценты, накопленные за годы финансовой войны, и сажаю в вашей жизни новый урожай, тот, который не пропадет, тот, который принесет плоды. Богатство не только для вас, но и для ваших детей и детей ваших детей. Твои финансы исцеляются. Твои счета отвечают сверхъестественным обеспечением. Твой банковский счет возрождается рукой твоего Бога. Даже твои отношения, те, которые были истощены деньгами, страхом, годами эмоциональной засухи, восстанавливаются. Туда, где был холод, я приношу тепло. Там, где была горячь, я наливаю выздоровление. Чудо, которое я посылаю, заключается не только в долларах и монетах. Именно в смехе возвращаешься в свой дом. Оно с миром возвращается в ваше сердце. Эта уверенность возвращается в ваши глаза, когда вы смотрите в зеркало и говорите «Я благословлен». И позвольте мне сказать это ясно, ты никогда не будешь прежним. Этот момент – не временная отсрочка, это священный сдвиг. Я меняю вашу духовную ДНК. Я делаю тебе канал изобилия, а носитель света. Другие увидят, что я сделал в вашей жизни, и спросят, как это произошло. И вы будете свидетельствовать не о удаче, не о суете, не о человеческой мудрости, а о божественное руководство, из Божья чудодейственная сила, из любовь, которая никогда тебя не подводила, даже когда ты потерпел неудачу сам. Вы уже идете к своей цели, даже если еще не видите полной картины. Каждое испытание усовершенствовало тебя. Каждая борьба обострил тебя. Каждый рвать орошал почву для благословения, которое теперь поднимается как источник. Я скрывал тебя какое-то время, но теперь открываю тебя. Ваш голос, ваша история, ваше помазание – это благословит многих. Потому что то, что я делаю в тебе, предназначено не только для тебя. Это для многих, которых я вам принесу. Они придут сломанными, и ты покажешь им путь. Вы научите их, как, поверьте мне, как верить, когда кажется, что все потеряно. Потому что ты жил этим. Потому что ты пережил это. Потому что ты видел, что я могу сделать, когда вера встречается услуга. Итак, дитя мое, подними глаза. Позвольте вашему духу выйти за пределы старых ограничений. Это не просто надежда, это выполнение. Это не просто обещание, это прибытие. Я Бог, который наблюдает за моим словом, чтобы исполнить его. И слово, которое я говорю над вами сейчас, это «Вы благословлены». Вы помазаны. Вы готовы. Деньги уже в пути. Выздоровление течет. Чудо движется. Изменять уже здесь. Через 10 ударов сердца вы начнете это чувствовать. Изменение вашей атмосферы. Разрушение старого потолка. Подъем веса. Звук падающих цепей. Потому что я
Господь, Бог твой, сказал. И то, что я благословляю, никто не может проклясть. То, что я открываю, никто не сможет закрыть. То, что я написал о вашей жизни, запечатано кровью Агнца и дыханием моего духа. Вы больше не стремитесь к благословению. Ты являются благословенной. Вы больше не ждете благосклонности. Ты являются ходить в пользу. Вы больше не гонитесь за восстановлением. Ты являются живое доказательство того, что я восстанавливаю. Остаться со мной сейчас, возлюбленные. Следующий момент свят. Он будет нести молитва, это скрепляет эту встречу. Последний шаг в чудо вы были созданы, чтобы получать. Мое дорогое дитя, сейчас настал священный момент, когда все, что было сказано, каждое обещание, каждое откровение, каждое слово чуда, избыток и трансформация должно быть запечатано силой молитвы. Это необычная молитва. Это божественная активация всего, что я уже выпустил в вашу атмосферу. Вы не просто слушаете. Вы прикасаетесь к богатству, деньги, выздоровление и восстановление. Это было приготовлено для вас. Пусть ваше сердце согласится. Позвольте своей душе откликнуться. Произнесите эту молитву вслух и примите ее как свою собственную. Небесный Отец Вседержитель, Творец неба и земли, тот, кто называет звезды по имени и кто пересчитывает каждый волосок на моей голове. Я предстаю перед тобой теперь не в страхе, а в вере. Не от стыда, а от доверять. Потому что ты позвал меня, твой дорогой ребенок, и сегодня я воспринимаю это слово не как возможность, а как божественную истину, которая навсегда формирует мою жизнь. Точно так же, как ты говорил с вдовой в 3 царств 17. «Господи, теперь я вижу, что ты никогда не просил ее о том, что можно у нее отнять, ты просил ее о чем-то, что можно отнять». Умножать. Она отдала остатки своего масла, и ты превратил его в переполнение. Точно так же я поднимаю к тебе то немногое, что у меня есть, мою последнюю силу, мою последнюю надежду, мою пустую жизнь. Банковский счет, мой неоплаченные счета, мой тяжелые долги, и я отдаю их в твои руки, зная, что то, что я отдаю с верой, ты умножаешь в избыток. Ты сказал в Второзаконии 28, 11-12, «Господь дарует тебе обильное процветание». Он откроет небеса, сокровищницу своей щедрости, чтобы вовремя посылать дождь на землю твою и благословлять все дела рук твоих. Отец, я верю, что это обещание предназначено для меня. Я заявляю, что небесный дождь прольется на мои финансы, мою семью, мой бизнес, мое тело и мою душу. Хранилище твоей щедрости больше не заперто, оно открыто над моей жизнью прямо сейчас. Большие деньги приходят ко мне в руки не как жадность, а как благодать. Господи, я помню чудо Елены, женщины из России, старше 50 лет, забытой обществом. Покинута собственной семьей. Она жила молча, и все же ты не молчал о ней. Ей никому было обратиться, ни работы, ни дохода, ни надежды. Но в тот день, когда она воскликнула: «Боже, если ты реален, покажи мне, ты сделал». Вы послали сообщение, голос, божественное вмешательство. Ты привел ее к этому самому слову. И не прошло и недели, как кто-то, кого она не видела 20 лет, принес ей чек, который окупил все ее долги и дал ей возможность начать малый бизнес прямо на кухне. Она не просто получала деньги. Она получила цель. Она стала светом для других вдов в своем городе. Она стала свидетельством того, что Бог слышит молчаливых. Итак, теперь, Господь, я говорю, сделайте это снова. Что ты сделал для нее, сделай для меня. Возможно, я не вижу полной картины, но я доверять ты Бог, который видит. Бог, который никогда не забывает. Бог, превращающий траур в танец, а пустоту в переполнение.
Я верю, что ты сделаешь для меня то, что ты сделал для Елены, не через 10 лет, даже не через 10 месяцев. Дорогое мое дитя, слушай внимательно, ведь небеса не просто посылают тебе надежду, они изливают указ. И я, твой Бог, сегодня не шепчу. Я провозглашаю это пламенно и окончательно, вы уже благословлены. Перемены, о которых вы молились, кричали и ждали, не просто рядом, они здесь. Оно разворачивается вокруг вас, как рассвет после долгой ночи. Доказательства, возможно, не коснулись вашего банковский счет еще, но благословение уже было произнесено над твоим именем в небесном тронном зале. И то, что я заявляю, никакой силы в аду, никакого голоса страха, никакой горы долг можно отменить. Вы не ждете, чтобы вас выбрали, вы были выбраны. Вы не просите, чтобы вас увидели, вас всегда видели. Я наблюдал за тобой сквозь тени твоей борьбы, через годы, когда деньги было мало, и невзгоды чувствовал себя как постоянный адрес. Я видела, как ты продолжал отдавать, даже когда было больно, как ты любил других, молча перенося свою боль, как ты держался за нее. Вера, когда все вокруг кричала, чтобы отпустить. Это не ускользнуло от меня, возлюбленные. Это было отмечено в небесных записях. Это было поклонение. Это было семя. И теперь я заявляю вам это время сбора урожая. Я Бог, который умножает. Бог, превращающий 5 хлебов в пир. Бог, наполняющий пустые сети избыток настолько. Тяжелые, что начинают рваться. Те же руки, которые вытащили Питера из шторма, спасают вашу жизнь от каждой финансовой неудачи, от каждого краха отношений, от каждой глубокой душевной усталости. Я восстановление, что было украдено. Я выздоровление, что было сломано. Я искупление, что осталось после себя. Вы не стремитесь к далекому чуду, вы вступаете в обещанную реальность. И всего за 10 секунд, да, одним божественным вздохом начнется сдвиг. Позвольте мне сказать ясно, много денег придет к вам за 10 секунд. Но не только это, выздоровление, мир, божественное руководство, сверхъестественная благосклонность и трансформация высвобождаются в каждой части вашей жизни. Я не только встречаюсь с твоими потребностями, я превосходю их. Я делаю больше, чем вы просили, больше, чем вы себе представляли. Я вливаю в ваши руки то, что вы жаждали получить за предыдущие поколения. Вы не просто получаете благословение, вы становитесь благословение, это поднимет других. Вы вступаете в период, когда молитвы, когда-то прошептанные тайно, станут свидетельствами, выкрикиваемыми с радостью. Твой финансы начнет переливаться не только для вашего выживания, но и для того, чтобы вы могли благословлять других. Нехватка, преследовавшая ваши шаги, заменяется изобилием небесной сокровищницы. И это не нестабильное благословение. Это не мимолетно. Это не зависит от того, насколько хорошо вы вели себя. Это уходит корнями в завет. В обещать. В моем вечном любовь это никогда не подводит. Я знаю, что пытался сделать враг. Я знаю мысли, которые он использовал против тебя. Ты всегда будешь отставать. Ты никогда не догонишь. Ты опоздал. Слишком сломлен. Слишком беден. Но теперь я отвечаю на каждую ложь моей правдой. Вы как раз вовремя. Вы божественно оснащены. Вы глубоко любимы. Вы полностью избраны. Мир, возможно, отказался от вас. Но я, твой Отец, увенчал тебя славой и целью. Каждое испытание было подготовкой. Каждая тихая ночь была священной тренировкой. Я использовал то, что пыталось тебя уничтожить, чтобы углубить твою доверять во мне,
чтобы укрепить ваши духовные мускулы, чтобы научить вас ходить мимо вера, а не на вид. Потому что то, что я сейчас вливаю в твою жизнь, богатство, избыток, цель, влияние, слишком тяжел, чтобы его нести, если ваш дух не заякорен во мне. Вот почему я позволил тебе пройти через долину, чтобы ты мог услышать звук моего голоса. Так что, когда деньги придет, вы не забудете, кто его послал. И я говорю это вам со святым дерзновением, вы уже владеете прорывом. Оно уже привязано к вашему имени. Возможно, вы еще этого не чувствуете, но оно движется к вам уже сейчас. Через благосклонность в телефонном звонке. Через неожиданное письмо. По доброте незнакомца. Через идею, которая приходит в тишине. Благодаря божественному выравниванию вы никогда не сможете организовать все самостоятельно. И когда это произойдет, когда банковский счет начинает расти, когда долги исчезнут, когда твоя душа снова вздохнет, запомни этот момент. Помните это слово. И помните, что вы не просто получатель чудес, а их сосуд. Я зову тебя сейчас выше, не только для того, чтобы принять это слово, но и для того, чтобы жить это. Проговорите это в своей жизни. Объявите об этом своим домочадцам. Пусть ваши мысли, ваши действия, ваша поза отражают реальность, которой вы являетесь. Уже благословлен. Говорите как человек, который знает, что я уже отправил ответ. Иди как человек, который знает, что я уже открыл дверь. Дайте как кто-то, кто это знает, избыток никогда не иссякнет. Ты не стремишься к моей любви, ты стоишь в ее избытке. Поэтому я говорю тебе, мои возлюбленные, сделай первый шаг. Произносите ли вы слово вслух, сеете в чью-то нужду, прощаете там, где есть обида, или просто сидите в тишине и благодарите меня, двигайтесь внутрь. Вера. Не ждите, пока деньги доказать, что я работаю. Пусть ваша вера в мое обещание станет доказательством того, что уже принадлежит вам. Для тех, кто заходит доверять, которые пребывают в моем присутствии, которые предаются моему руководству, ничего не будет удержано. Сейчас настал момент активации. Скажите это вслух. Я уже благословлен. Я уже избран. Я иду к изобилию. Повторяйте это снова, пока ваша атмосфера не изменится. Пока твое сердце не поверит. Пока ваша жизнь не отразит это. Потому что это уже не просто надежда, это твоя реальность. И ничего, когда-нибудь снова будет прежним. Отец, твое слово говорит в Псалом 37:25: «Я был молод, а теперь состарился, но никогда не видел праведников оставленными или детей их просящими хлеба». Я заявляю, что я не оставлен. Моя семья не будет просить милостыню. Я праведен через кровь Христа, и эта праведность ставит меня под божественное положение. Услуга. Мои дети унаследуют не бедность, а процветание. Не ругательство, а благословение. Я отказываюсь от лжи о том, что я застрял. Я нарушаю соглашение с духом ограничения. Я заглушаю голос, который говорит: «Тебе никогда не будет достаточно». Потому что тебе достаточно. Твое присутствие – это мое богатство. Твое руководство – это моя стратегия. Твое чудо – это мое обеспечение. Пусть трансформация начни сейчас, Господь. Пусть мой банковский счет отражает небесную сокровищницу. Позволять выздоровление вливаюсь в мое тело, где когда-то жила боль. Позволять отношения восстановиться там, где когда-то царило разделение. Позволять мир текут рекой в месте постоянного стресса и страха. Я пророчествую над своей жизнью, я благословлен. Я цел. Я богат. Я избран.
Пусть рухнет каждый оплот бедности. Пусть каждая тень отчаяния заменится светом надеяться. Ты сказал в Исайя 61:7: «Вместо позора твоего получишь двойную долю, и вместо позора порадуешься наследству своему». Отец, я получаю двойная порция. Я получаю избыток. Я получаю богатство не только для себя, но и для финансирования королевства, для заботы о других, для достижения цели, ради которой я был выбранный. И теперь, Господь, я благодарю Тебя не только за то, что грядет, но и за то, что уже сделано. Благодарю Тебя, что дверь уже открывается. Я благодарю Тебя, что звонок уже был сделан. Я благодарю Тебя, что кто-то уже пытается благословить меня. Я благодарю Тебя за то, что чудо не в пути, это здесь. И я не буду просто прикасаться к деньги, я прикоснусь судьба. Я буду ходить в полноте. Я стану каналом Твоего света, потому что Ты, Боже, призвал меня на такое время, как это. Я скрепляю эту молитву во имя Иисуса Христа, моего Искупителя, моего Промыслителя, моего Целителя, моего Пастыря. Аминь и аминь. Мое дорогое дитя, когда мы подходим к концу этого священного момента, знай следующее: ты не в конце послания, ты стоишь в начале своей новой жизни. То, что вы услышали, это не просто слово, это пророческий указ, произнесенный прямо с престола живого Бога. Это были не просто идеи. Это были не просто эмоциональные фразы. Это не были временные удобства. Они были вечными истины, вшит в саму ткань вашей судьбы. Потому что ты был выбран, и небеса отметили тебя за чудо, для избыток, для богатства, для трансформации. Это не фантастика. Это не хайп. Это твое назначенное время. Вы больше не тот, кем были, когда впервые нажали кнопку воспроизведения. Цепи бедность, из невзгоды, из ограничения были разбиты властью моего голоса. Плащ стыда упал. Личность забытой души была заменена личностью Дитя Божье, одетой в цель, сияющей светом божественной милости, предназначенной нести богатство в твоих руках. Да, вы, кто плакал в тишине, вы, кто чувствовал себя невидимым, вы, кто изо всех сил пытался понять смысл отсрочек и отрицаний, теперь ты сосуд моего света. И тебя больше никогда не назовут покинутым. Я говорил это раньше и повторяю сейчас еще с большей силой. Большие деньги придут к вам, чтобы прикоснуться к ним. И теперь, когда вы это услышали, теперь, когда вы приняли это в своем духе, атмосфера вокруг вас изменилась. Дело было приведено в движение. Двери со скрипом открываются. Отношения налаживаются. Банковские счета смещаются. Божественные назначения совпадают. И перемены не заставят себя ждать. Мое слово исполнит то, для чего я послал его. Но теперь, дитя мое, ты должен идти вперед. Вы не должны позволять этому слову оставаться на поверхности вашей жизни, как забытое семя. Посадите это глубоко. Пусть оно растет. Часто просматривайте это сообщение. Пусть эти слова станут ритмом ваших дней, декларациями вашего утра, песней в вашем духе, когда вы спите. И поделитесь этим сообщением. Да, поделитесь. Потому что ты не единственный, кого я хочу достичь. Точно так же, как я послал это слово вам, я хочу передать его через вас. Есть и другие, кто в отчаянии, сломлен и готов сдаться, но ваше послушание и желание передать это дальше может стать для них спасательным кругом. Не копите благословения. Будьте каналом. Будьте светом. Будь чудо для кого-то другого. Скажи это со мной в последний раз, прежде чем уйти. Я избран. Я благословлен. Ко мне приходят большие деньги.
Мои долги ушли. Мое будущее полно. Я готов. Заявите об этом. Напишите это. Говори это. Живите этим. Потому что избыток небеса не приходит в гости, они приходят, чтобы остаться. Теперь вы идете в потоке. Теперь вы соответствуете божественное руководство. Теперь вы закреплены в вере. И поэтому благословение не пройдет мимо вас. Отходя от этого сообщения, не возвращайтесь к своему старому образу мышления. Отвергайте каждый голос, который говорит вам, что ничего не изменилось. Потому что все изменилось. Я говорил. И мое слово вечный. Мои обещания непоколебимы. И моя любовь к тебе неудержимой. Так что иди, мое дорогое дитя. Смело иди в жизнь, которую я приготовил для тебя. Пусть ваши руки прикоснутся к тому, что уже даровали небеса. Оставайтесь ближе к моему голосу. Возвращайтесь к этому колодцу, когда устанете. И когда произойдет чудо, а оно произойдет, вернись. Дайте показания. Поощряйте других. Посмотрите это еще раз, накормите свою душу. И никогда не забывайте, вас выбрали. Вы благословлены. И ты никогда больше не будешь прежним. Я Господь, твой Бог. Я говорил. И это сделано.